Массовый выезд из страны 500 тысяч человек. Заявление из Киева. Пункт ФСБ и хаб ВСУ накрыт огнем. Украина и Россия ударили залпом. Открытие нового фронта. Заход россиян в новую область. Путин направляет войска. Зеленский экстренно собрал совбез. Резкий ответ Кремлю. Полный отказ от капитуляции. Отдан приказ стоять на позициях и на уничтожение чего или кого. Удар немецким оружием по силам РФ. Раскрыта военная тайна. Берлин в центре скандала. Украина применила новое оружие. Киев направил десант. Атака США по Минобороны РФ. Опубликованы детали. Платный въезд в Казахстан. Трамп готовит вторжение. И почему в Госдуме считают женщин неполноценными. Об этом не только досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», 5 августа уже на календаре. Спасибо вам большое за вашу поддержку и давайте начнем. Штурм Киева с воздуха, новый и масштабный баллистический удар по столице, крупная катастрофа под Киевом и в самом городе. Небо затянуто черным дымом, который видно за десятки километров. Крупнейшие пожары после прилетов. По данным украинских мониторинговых каналов, в ночь на 5 августа менее чем за 20 минут по столице было выпущено более 30 ракет, а также продолжилась атака реактивными дронами. Сообщается как минимум об 11 пожарах и в нескольких районах Киева: Оболонском, Голосеевском, Деснянском и Броварском направлении Киевской области, а также в пригороде Киево-Святошинском районе. Произошел выброс аммиака, есть повреждения жилой застройки. Кроме того, удары пришлись по строительному гипермаркету «Эпицентр». Под огнем оказались и склады украинских маркетплейсов, также заводы, энергоинфраструктура. Россияне использовали корейские КН-23, кассетные и обычные «Искандеры», а также цирконы. Масштабный выезд из страны. 500 или даже 600 тысяч мужчин могут покинуть Украину сразу после отмены военного положения. Украина рискует столкнуться с колоссальным демографическим ударом сразу после войны. Об этом в интервью YouTube-каналу «Коммерсант Украинский» заявила директор Института демографии и социсследований Элла Либанова. Как только украинские границы полностью откроют, мужчины поедут к своим семьям за границу, сказала она. По оценкам эксперта, масштаб исхода может составить в пределах 500 000. При этом Либанова подчеркнула, рассчитывать на массовое возвращение беженцев в Украину пока не приходится. Из женщин назад вернутся преимущественно высококлассные специалисты, считает Либанова, вынужденные за рубежом работать не по профессии, например, когда врачи-хирурги становятся в лучшем случае медсестрами. И вот я рассчитываю на то, что больше всего будут возвращаться те, кто больше всего потерял. Если, скажем, человек здесь работал, не знаю, поваром, допустим, и там за границей работает поваром, или, допустим, маникюршей, то есть работает по своей специальности, но за более высокую зарплату. Удар на удар. Украина и Россия отчитались о новых точечных атаках. Уничтожен пункт ФСБ и логистический хаб ВСУ. Об этом говорится в официальных заявлениях двух сторон. Украинский генштаб заявляет, что поражены цели на территории Херсонской области, подконтрольной сейчас России. Именно там под ударом оказался пункт Федеральной службы безопасности РФ. Речь о Счастливцево. Кроме того, удары наносились по мостам, ремонтным подразделениям ВС РФ в Запорожской области, пунктам коммуникации, питания ретрансляторов и средствам РЭП в Крыму. Потери врага уточняются. Также поражен автомобильный мост через реку Сейм в районе Званово Курской области РФ и железнодорожный мост через реку Молочная в районе Светлодолинского Запорожской области, который противник использует для военной логистики и переброски сил и средств. Россияне при этом публикуют видео и уверяют, что ударили по логистическому хабу ВСУ в Сумской области. Кроме того, в этой же области нанесены удары по энергообъектам. Помимо этого, Москва заявляет о продолжении ударов по морским портам Украины, уверяя, что все сухогрузы, которые там есть, использует ВСУ. В акватории Черного моря, южнее Одессы, морское судно типа «Сухогруз», осуществлявшее доставку грузов военного назначения. Кроме того, в северной части Черного моря, юго-восточнее Очакова, уничтожены 2 безэкипажных катера ВСУ. Москва готовит новый фронт. Заход россиян в новую область. Украина заявила о планах РФ по прорыву в Черниговскую область. Она имеет одну из самых протяженных государственных границ страны.
около 426 километров. Из них 227 приходятся на границу с Гомельской областью Беларуси, а еще 199 километров с Брянской областью России. О переброске войска и сил России, а также передислокации украинских военных заявили в Госпогранслужбе. Генеральный штаб отмечал, что имеются данные разведки о том, что в планах врага использовать этот участок украинской границы в Черниговской области, чтобы попытаться осуществить вторжение, или же даже не имея достаточных сил предпринимать такие демонстративные действия, чтобы Украина в дальнейшем перебрасывала на это направление дополнительные силы, не используя их на более важных направлениях. Зеленский при этом экстренно собрал Совбез, там прозвучал ответ Путину: сдаваться никто не собирается, приказ стоять и бороться. У Украины новый секретарь СНБО Игорь Клименко, ему поручили готовиться к зиме, которая, как пишет западная пресса, будет одной из самых тяжелых за время Большой войны. Послушайте. Мы говорим о зиме не случайно, мы не собираемся сдаваться и никому сдавать наше государство, поэтому будем безусловно бороться каждый на своей позиции. Уже вечером на Банковой также заявили, отдан приказ на ликвидацию российских солдат и военных объектов в РФ. Было опубликовано обращение Зеленского, в котором тот говорит, что уже новые операции утверждены и приоритеты на август также есть. Удар немецким оружием по силам РФ. Раскрыта военная тайна. Министр обороны Германии проговорился. Борис Писториус рассказал о секретных поставках уникальных гаубиц в Украину. Об этом сообщает немецкая пресса. Писториус во время визита на завод КНДС в Касселе случайно обнародовал ранее не опубликованные данные о передаче ВСУ высокотехнологичного вооружения. Выступая перед журналистами, глава оборонного ведомства заявил о высоком одобрении немецких колесных гаубиц РЦХ-155. Вот как это было, послушайте. Там, где вы сейчас стоите, дамы и господа, примерно 1,5 или 2 года назад находилась первая колесная гаубица, которая отправилась в Украину. Как вы видите, здесь все находится в движении, работа продвигается, сюда вкладываются средства, здесь производят и строят. Колесная гаубица получила в Украине очень высокую оценку благодаря своим возможностям. Его слова фактически подтвердили, что новейшая артиллерийская система уже длительное время находится на территории Украины, хотя ранее Берлин официально сообщал лишь об обучении экипажей, пишет издание Bild. Авторы также называют ее одной из самых продвинутых самоходных установок в мире. Бронемашина обслуживается экипажем всего из 2 человек. В материале также говорится, что Берлин планирует передать украинской армии 54 подобные гаубицы для укомплектования 3 артиллерийских батальонов. РЦХ-155 считается одной из самых современных артиллерийских установок в мире. Ее главная особенность заключается в том, что это первая гаубица, способная вести огонь во время движения. Если большинству подобных артиллерийских систем необходимо остановиться перед стрельбой, то РЦХ-155 может продолжать стрелять, не прекращая движение. Это значительно затрудняет ее поражение как ударными беспилотниками, так и огнем контрбатарейной борьбы. Украина применила новое оружие. Киев направил десант, но необычный. Заявляется о первом в истории применении воздушного роботизированного десанта. Тяжелый беспилотник перебросил в российский тыл наземного робота АРК-1, вооруженного противотанковой миной, применив в реальном бою тактику сумчатых беспилотников, когда тяжелые летательные дроны высаживают вооруженных наземных роботов далеко за линией фронта. Об этом пишет Forbes, который и публикует видео. Авторы уточняют, что такие операции могут стать началом новой эпохи, где разные беспилотные системы действуют как единая боевая группа. В материале напоминают, что США разрабатывали похожие технологии почти 30 лет, но дальше испытания они так и не продвинулись. Появление подобных роботизированных воздушных десантов может означать, что в будущем именно автономные системы будут первыми проводить маневренные наступательные операции, а уже затем позиции будут занимать люди. Украина уже заявляет о намерении заменить беспилотными наземными машинами до 30% личного состава на отдельных участках фронта, что показывает скорость внедрения роботизированных технологий в современную войну. Удар США по Минобороны РФ санкционный. Вашингтон ввел ограничения для структур российского военного ведомства, ключевым российским предприятиям и нескольких граждан РФ, обвинив их в нарушении американского законодательства о нераспространении ядерного оружия.
Под ограничения попали Главное ракетно-артиллерийское управление Минобороны, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов, Сухопутные войска России, 1061 Центр материально-технического обеспечения, а также компании Gideon Alpha и International Invest Company вместе с их дочерними структурами. В санкционный список также включены 5 граждан России. Теперь американским государственным ведомствам запрещено заключать с ними контракты, поставлять товары и технологии, продавать продукцию военного назначения, выдавать экспортные лицензии и оказывать любую господдержку. Двойной скандал. Херсон в центре внимания. В сети разгораются баталии из-за видео, которое накануне облетело сеть. Кадры, снятые в Херсоне. Дрон охотится за продавцом овощей. Мужчина пытается увернуться, а в итоге дрон бьет по машине. Сам продавец выжил, успев отскочить, но получил ранение. Его зовут Юрий, он из Николаевской области, сейчас в больнице. По словам самого пострадавшего, он приехал на рынок вместе с женой и только начал выгружать ящики с овощами, когда над базаром появился беспилотник на очень низкой высоте. Жена успела укрыться, а сам мужчина пытался спрятаться, однако, по его словам, оператор дрона гонялся за ним. При этом Юрий всячески объяснял на камеру дрона, что он простой работяга, не военный. Я ему показываю, что смотри, вот овощи, а он начал на меня налетать. Ну, я начал убегать, ударился об машину. Я глянул, мы поравнялись. Он уже ударил, и я просто упал. Российские Z-паблики при этом пишут, что это удар российского дрона, и он прицельный по, далее цитата, по технике двойного назначения. Провоенные телеграм-каналы РФ, которые ежедневно публикуют десятки подобных сбросов и атак, пишут, что Юрий помогает своей армии, ВСУ, а значит, он военная цель. В публикации также говорится, что подобные продавцы и даже супермаркеты в Херсоне рассматриваются как логистические элементы с военным значением. Цитирую. «Наши операторы действуют как хирурги, всегда точно и с минимальными потерями среди двуногих. Все цели избирательны и проверены многократно. ВС РФ не охотится за мирняком, и это вы знаете. В противном случае смертей было бы десятки тысяч в Херсоне. Охнет тот, кто является пособником ВСУ и комбатанты. Сопутствующие потери минимальны и даже не входят в статистику». Отмечу при этом, что сами жители Херсона сейчас активно просят СМИ говорить о них и призывали закрыть хоть как-то небо, ведь город фактически на линии фронта, и многие находятся под ежедневными ударами России. Россия объявила блокаду мясную. Ответный удар. С сегодняшнего дня в РФ действует запрет на транзит мяса и субпродуктов птицы со всех предприятий Евросоюза. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора. Официальная причина запрета – забота о национальном животноводстве. Транзитная продукция может быть инфицирована и вызвать массовые заболевания у российского скота, считают в Россельхознадзоре. Там напоминают об эпизоде выявления, как пишет ведомство, незаконной перевозки субпродуктов птицы якобы немецкого происхождения с территории Польши. Это была цитата. Груз следовал транзитом через Россию в Узбекистан по фальсифицированным ветеринарным сертификатам, уверяют в надзорном органе РФ. СМИ отмечают, что ограничение ударит прежде всего по логистическим цепочкам поставок из ЕС в Центральную Азию. Как долго будет действовать запрет, неизвестно. При этом в Россельхознадзоре заявили, что решать вопрос разблокировки транзита будут на переговорах в Еврокомиссии по результатам расследования. Финляндия запускает первый в мире могильник ядерных отходов. Управление радиационной и ядерной безопасности страны выдало лицензию на эксплуатацию уникального подземного хранилища для отработанного ядерного топлива «Онкола». Так называется хранилище. В ведомстве заявили, что объект соответствует всем требованиям безопасности, отметив, что это первое в мире геологическое хранилище, официально получившее разрешение на эксплуатацию. Комплекс построен рядом с финской АЭС Олкилуота в 250 километрах от Хельсинки. Радиоактивные отходы планируют навсегда погрести в скальных породах на глубине сотен метров, запечатав их в капсулы из меди и железа. Чтобы успокоить общественность и предотвратить превращение страны в глобальную свалку, финское законодательство строго заблокировало ввоз чужих ядерных отходов. В подземный бункер попадут исключительно финские отходы. Точка в запуске пока не поставлена. Финальную санкцию на старт захоронения обязаны дать Минтруда и экономического развития и непосредственно правительство Финляндии. Платный въезд в Казахстан россиянам, белорусам, украинцам и не только.
Астана меняет правила на границе. Заплатить за въезд в страну придется иностранцам. МВД опубликовало проект постановления, который предусматривает оформление электронных разрешений на въезд, но стоимость пока не раскрывается. Ведомство заявляет, что собранные средства направят на обслуживание цифровой инфраструктуры и защиту персональных данных. Также там считают, что нововведение улучшит учет миграционных потоков в Казахстан. Запуск системы планируется в период с августа по декабрь 2026 года. При этом пока неизвестно, коснется ли новое правило всех иностранцев. В проекте не указаны категории граждан, которым потребуется такое разрешение. В документе отмечается, что данная реформа проводится по поручению президента Токаева. Военный сценарий на столе у Трампа. США готовят вторжение на Кубу. О новой возможной войне Америки пишет Политика, ссылаясь на два источника, знакомые с планами Белого дома. По их данным, Вашингтон существенно усилил разведывательную активность на Кубе, перебросив туда подкрепления своих шпионов и агентов. Источники утверждают, что такие шаги могут стать подготовкой как к возможной военной операции, так и к попыткам склонить кубинских чиновников и граждан выступить против властей. США намерены задействовать весь потенциал разведывательного сообщества для давления на Гавану, говорится в статье, хотя Трамп по-прежнему отдает предпочтение дипломатии. По данным издания, Куба остается одним из главных внешнеполитических приоритетов госсекретаря Рубио, который лично курирует американскую политику в отношении Гаваны. Осведомленные источники считают, что Рубио все меньше рассчитывает на готовность кубинских властей выполнить требования США и все больше склоняется к силовому сценарию. Женщина – неполноценный человек. Скандальное заявление в адрес россиянок прозвучало из Госдумы. Автор слов – депутат от Курганской области Александр Ильтиков. Ссылаясь на библейскую историю о сотворении Евы из ребра Адама, депутат в эфире ток-шоу заявил, что женщина не может быть полноценным человеком, поскольку была создана из мужчины. При этом он добавил, что и мужчина сам по себе также неполноценен, а полноценность, по его словам, возникает только в союзе мужчины и женщины. Это далеко не первая выходка Ильтикова. 2 года назад, во время дискуссии о запрете абортов, он призвал женщин рожать. Далее цитата: «Пока рожалка работает». А посему женщина, она не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела. Мужчина не может быть полноценным человеком, он инвалид. Он никогда не сможет жить без жены. Дорогие зрительницы, что ответите Ильтикову? Пишите в комментариях. Друзья, спасибо вам большое за поддержку. Мне будет приятно, напомню, если вы оставите лайк, подпишитесь на канал и будете смотреть другие выпуски, которые уже опубликованы на нашем канале «Время предком».